Давайте представим, что ваш автомобиль собран под механики или вот-вот будет готов. Вы в предвкушении первого запуска и настройки. С моделью и брендом ЭБУ вы уже определились, но осталась одна ключевая вещь. Это прошивка под ваш проект, которую необходимо залить в блок управления. Вопрос, где ее взять? Можно ли это сделать самому? И как настройщики это делают, даже ни разу не взглянув на твою машину. Приветствую всех на канале Drift Island, и сегодня мы будем делать такую прошивку. Перед тем, как я продолжу или начну, небольшое отступление. В прошлом видео, где я сравнивал заявленные характеристики ЭБУ различных производителей, я заявил, что только Link и Haltech снабжены встроенным осциллографом. На самом деле это не так. Я вынужден исправиться, дабы не вводить вас в заблуждение. И EcoMaster Black, и IM, и все бренды и модели ЭБУ в своем функционале обладают такой опцией. В противном случае они бы просто не могли снимать показания с таких жизненно важных датчиков, как датчик положения коленвала, распредвала и детонации. Когда у меня дойдут руки до этой темы, мы подробно об этом поговорим. Итак, я очистил свою совесть и могу продолжать. Давайте представим, что сейчас вы слушаете не какого-то парня с ютуба, кем я в общем-то и являюсь, а наблюдаете за работой профессионального настройщика, к которому вы обратились с просьбой, чтобы он подготовил прошивку для вашего проекта. И так как на руках у меня есть только EcoMaster Black, прошивку я буду готовить для него и под мой двигатель. А двигатель у меня 1JZ GTE VVTi. Допустим, у вас то же самое. Итак, поехали. Запускаем софт. Подключение к самому ЭБУ на данном этапе нам не понадобится, поэтому на мигающей индикации Disconnected в левом нижнем углу экрана не обращаем внимания. Начнем по порядку. Заходим во вкладку Sensor Setup. Открываем Oxygen Sensor или датчик кислорода и указываем в строке Sensor Type, какой тип датчика мы используем у себя. Тем самым мы даем понять нашему ЭБУ, что работать он будет напрямую с таким датчиком кислорода посредством встроенного контроллера. Есть возможность использовать все типы датчиков, от узкополосных до самого крутого LCU 4.9. Также вы можете использовать внешний контроллер датчика кислорода, и тогда нам нужно будет указать аналоговый вход, к которому будет подводиться значение показаний нашего датчика, получаемые внешним контроллером от датчика кислорода и конвертируемые в напряжение. Также прописываем, каким показаниям топливно-воздушной смеси соответствует минимальное и максимальное значение напряжения. Так ЭБУ будет видеть значение лямбды. Также есть опция, чтобы значения лямбды передавались по коншине. Одним словом, кто на что гораст. Я же использую широкополосный лямбда-зонд тип LCU 4.2 через встроенный контроллер, так проще и быстрее. Теперь мы должны указать в строке Fuel Type тип топлива, который будем использовать. Я буду использовать Gasoline, то есть бензин. Но можно использовать и этанол, и метанол, и смесь бензина с этанолом практически в любой пропорции. И даже дизель, и сжиженный газ. Но вы с самого начала знаете, под какое топливо собираете свой двигатель. Дальше указываем, в каком режиме будет работать подогрев датчика кислорода, Heater Mode. Я буду использовать функцию быстрого прогрева, наиболее частая опция. Если у вас V-образный двигатель и на каждую голову у вас идет своя выхлопная трасса, то вам понадобится использовать два датчика кислорода. Но внутренний контроллер способен контролировать только один датчик. Поэтому вторая лямбда будет контролироваться внешним контроллером. А его нужно подключить, привязать к аналоговому входу или завести по коншине. Так же, как я показывал для первого датчика. Но, к счастью, 1JZ это рядная шестерка, а значит одного лямбда-зонда нам хватит вполне. Поэтому в строке Lambda 2 Enable указываем Disable, то есть не задействовать. С датчиком кислорода все. Дальше открываем вкладку TPS, он же датчик положения дроссельной заслонки. Наш блок управления не знает ни модель, ни размер дросселя,
который вы установили на свой двигатель, да ему по большому счету все равно. Но что он точно хочет знать, так это положение дроссельной заслонки. То есть насколько он приоткрыт, закрывается или открывается в данный момент. И все эти показания он получает именно от датчика положения дроссельной заслонки. А для этого я должен ему указать значение минимального напряжения TPS Min Voltage. Это когда дроссель полностью закрыт. И максимальное значение напряжения TPS Max Voltage, когда дроссель полностью открыт. Также для правильной работы нужно указать такие значения, как TPS Value Under Min Voltage и TPS Value Over Max Voltage в процентном соотношении. Эти значения говорят ИБУ, что все, что ниже минимального значения, будет приниматься как полностью закрытое положение дроссельной заслонки, а все, что выше максимального значения, будет приниматься как полностью открытое положение дроссельной заслонки. Дальше идет апдейт интервал в миллисекундах. Это время задержки реакции ИБУ на изменение значения положения дроссельной заслонки. С датчиком положения дроссельной заслонки пока все. Дальше на очереди у нас очень важные датчики температуры. Температура охлаждайки и впускного воздуха. Несмотря на их важность, работы с ними не так много. Открываем сенсор Wizard для каждого из них и выбираем из списка предустановленных датчиков модель, которая установлена у вас. Если же вы используете модель, которой нет в списке, то выбираем любой, схожий с вашим датчиком. И из паспорта инструкции вашего датчика прописываем 3 калибровочных точки. Запомните, для датчика температуры точки должны быть 3. Это ключевые калибровки для датчика температуры. Также хорошо, если вам известны и остальные калибровочные точки, которые можно сразу прописать во вкладке Calibration. Так делаем для обоих датчиков температуры. Дальше на очереди вкладка Map Bara Sensor. По заводу 1GZ GTE для подсчета воздуха использует DMRV – датчик массового расхода воздуха. Подобный способ подсчета воздуха не подходит для тюнинга, да и такой опции спортивная ИБУ не предусматривает. Для подсчета воздуха используется MAP Sensor. MAP Sensor – это датчик абсолютного давления. Давление он измеряет во впускном коллекторе. И так как EcoMaster Black снабжен встроенным MAP сенсором, и все, что нам нужно на данном этапе, это поставить галочку напротив Use Built in MAP, а также выбрать опцию Do Not Use в строке Bara Sensor. И на этом все. Все остальные карты калибровок нам не понадобятся, по крайней мере пока. Остальные датчики являются необязательными и устанавливаются по желанию и исходя из задач. Предположим, что больше датчиков температуры и давления мы не используем, поэтому просто со спокойной совестью закрываем вкладку Sensor Setup. Следующая на очереди вкладка Fueling – топливо. General в строке Engine Displacement – рабочий объем. Указываем рабочий объем нашего двигателя в кубических сантиметрах. В строке Fueling Type, так называемую топливную стратегию, указываем Speed Density. Именно эта стратегия используется для атмосферных и турбовых двигателей. Enable Bara Correction галочка стоять не должна, это важно. Дальше на очереди очень важные параметр – это Injector Size, производительность форсунок, которые вы используете. По заводу у 1GZ GTE идут форсунки производительностью 380 кубических сантиметров в минуту, ну или миллилитров в минуту. Вообще, как рассчитать необходимую производительность форсунок, которая нужна именно вам? Допустим, мы собираем двигатель 1GZ GTE, скажем, на 400 лошадиных сил. Для расчета EcoMaster предлагает нам формулу P умножить на 6 и разделить на количество цилиндров умножить на 0,8. И это равно Injector Size в кубических сантиметрах, где P это требуемая мощность, 6 это коэффициент для турбовых ДВС, для атмосферных 5,25, количество цилиндров у нас 6, а 0,8 это коэффициент загрузки форсунок. Последний коэффициент можно взять и другой. Скажем, для драговых нагрузок рекомендуется 0,7, а для дрифта допускают 0,9. Но мы будем использовать рекомендованный EcoMaster, то есть 0,8. Итак, получаем 400 умножить на 6, разделить 6 умножить на 0,8 и получаем 500 кубических
сантиметров в минуту. Итак, нам нужны форсы минимум 500. Давайте возьмем один из самых популярных вариантов ID 1000, поэтому так и запишем 1000. Сразу, не отходя от кассы, зайдем во вкладку Injectors Wizard и выберем соответствующую модель форсунок. Теперь Injector Phase. В строке Injector Control Start at Ignition Event. А дальше нужно указать порядок работы цилиндров. Теперь переходим, наверное, к самому главному в топливной системе, так называемые топливные карты или Fuel Tables. Открываем вкладку VE Table 1 и заполняем ее. Как я рассказывал вот в этом видео, это одна из самых важных частей в любой прошивке. Поэтому заполнять ее нужно максимально корректно. Если хотите, можете нажать на паузу и сделать скриншот и потом заполнить свою карту. Ну, если у вас тоже, как и у меня, 1JZ GTE VTI. Но вместо этого я предлагаю двигаться дальше. После я расскажу, как это сделать проще и быстрее. Точно так же нужно поступить с Lambda Target 1. Таблицы VE Table 2 и Lambda Target 2 не трогаем, если только вы не собираетесь настраивать свой JZ на два разных топлива. Настала очередь зажигания. Ну, без этого вообще никуда. Итак, вкладка Ignition Soft Ref Limiter конфигурируем пока примерно вот так. А вот вкладка Coils, то есть катушки зажигания, уже более интересна. По порядку. Coils Dwell Wizard. Тут нужно указать модель катушек зажигания, которые установлены. Ignition Outputs указываем, что используем именно катушки зажигания, а не трамблер или даже двойной трамблер. Coils Type указываем, какого типа наши катушки зажигания, пассивные или активные, но это со встроенным коммутатором или без. Красные ваговские катушки как раз активные. Ну и само собой нужно прописать порядок работы цилиндров. То же самое сделать во вкладке Ignition Outputs Cranking. И на ПК вкладку Coils можно закрывать. Давайте теперь перейдем к самой главной вкладке системы зажигания Triggers. Primary Trigger для большинства ДВС и для JZ в частности это датчик положения коленвала. И эту вкладку заполнять нужно очень и очень внимательно. Все наши катушки зажигания, форсунки, топливные карты просто бесполезны без этого. Время впрыска, угол опережения зажигания, обороты двигателя, все это его увидит благодаря этой системе. Итак, по порядку. Sensor Type. У JZ это VR-сенсор. По-русски индуктивный датчик. ECO Master может работать также и с датчиками на эффекте Холла и оптическими датчиками. Потом самое главное это указать конфигурацию рэперного задающего диска. У JZ и первого и второго это диск 36 зубами и двумя отсутствующими. 9-й зуб соответствует ВМТ первого цилиндра и так далее и так далее. В этой вкладке вообще нет неважных элементов, но как и с топливными картами я предлагаю пока пропустить. Двигатели серии JZ имеют также и Secondary Trigger, в роли которых выступает датчик положения распредвала. И эту вкладку нужно заполнить тоже очень внимательно. Sensor Type, структуру задающего диска и так далее. А вот теперь мы можем смело переходить к основной таблице зажигания. Заполняем ее и вуаля, система зажигания готова к работе. Да и почти вся система готова к работе. Давайте запускать двигатель и на Dynastand. Но если мы так поступим, не сделав еще одну вещь, то можно сразу ждать гостей этих танцующих парней с гробиком для нашего JZ. Да, нам необходимо настроить датчики детонации. Так, заходим в NOx Sensor, открываем вкладку Sensor Parameter, вводим параметры наших датчиков детонации. Вкладка Sampling служит для того, чтобы прописать величину окна, то есть промежуток, когда система слушает наличие детонации, и обозначает, за какими цилиндрами какой из датчиков детонации смотрит, если вы используете не один датчик. Вообще настройка детонации это неплохая тема для отдельного видео. Когда у меня дойдут до этого руки, обязательно сделаю. Двигатель у нас турбовый. Об этом говорит название самого двигателя. Кстати, черкните в комментариях, что именно в названии 1JZ GTE VTI говорит о том, что двигатель турбовый. А значит, нам нужно сконфигурировать контроль наддува. И для этого у нас есть вкладка Boost. Вот именно таким образом, как у меня на экране.
И также нам нужно разобраться с системой VVTi. На самом деле для запуска можно обойтись и без этой системы, но много времени все равно это не займет. Все это у нас находится во вкладке VVTi. Дальше идем в CAM1, так как у нас только впускной распредвал снабжен подобной системой. Остается заполнить эту таблицу. Еще само собой нужно настроить регулятор холостого хода. Заходим в Idle, вкладка Parameters и конфигурируем. У JZ по заводу регулятор холостого хода шаговый двигатель. Его я укажу. В принципе, алгоритмы работы с такими узлами уже заложены, и больше делать пока ничего не стоит. Ну вот и все. Мы же с вами договорились в самом начале видео, что я супер профи, и у вас нет причин мне не доверять. Лайфхак, можете этим пользоваться. Теперь наступает самая интересная пора. Нашу прошивку необходимо сохранить. Делается это просто. Файл, Save Project S, присваиваете имя, какое вам нравится. А дальше наш готовый проект нужно загрузить в ИВУ. И после этого можно приступать мучить наш мотор. А именно производить первый запуск. И не удивляйтесь, если с первого раза этого не произойдет. Это абсолютно нормально. Мы ведь не обучили наш ИБУ запускать систему. Для этого уже на подключенном блоке управления заходим во вкладку Engine Start. Дальше Engine Start Parameters и примерно вот так все настраиваем. Ставим галочки напротив Enable Prime Pools и Batch All Injectors. Два этих параметра позволяют запускать ДВС самым простым способом, когда все форсунки начинают открываться, как только коленвал начинает вращаться, даже не достигнув минимальной пороговой скорости вращения. Cranking Threshold. В принципе, мы вольны со всеми параметрами в этой вкладке поиграть, если запуск так и не происходит. Допустим, изменить угол опережения зажигания, или пороговую скорость вращения и так далее. Также нам нужно заполнить Cranking Fuel. Здесь мы отображаем продолжительность времени впрыска на запуске, то есть дозировку топлива. И если бы я использовал стоковые форсунки, то примерно так бы выглядела эта таблица. А так как я прописал более производительные форсунки, то за то же самое время они будут подавать гораздо больше топлива и просто-напросто будут переливать. И никакого запуска не произойдет. Поэтому тут придется поиграть с этими циферками. Аналогично нужно поиграть с Prime Pulse. Также надо отметить, что cranking – это когда коленвал приводится в движение мотором стартера, а не энергией сгорающего топлива. Поэтому и дозировка топлива до cranking threshold и после – это разные величины. После того, как обороты коленвала превысили cranking threshold, начинается сам процесс запуска. И тут важно настроить правильно enrichments, то есть обогащение. Обогащение двух типов – After-Start и Acceleration. Обе эти группы параметров настраивают выход ДВС на режим холостого хода. Правильно настроили – получили холостой ход. Неправильно – после запуска двигатель глохнет. Наверняка замечали, что карчи, как правило, долго запускаются, и в этом ничего страшного нет. Они работают по принципу «долго запрягает, но быстро едет». Еще отстраиваем warm-up или прогрев, и можно сказать, что дело в шляпе. На регулировку и правильную настройку всех значений и параметров запуска у вас может идти очень много времени. Даже опытные профи могут убить день, а то и два, пока произведут первый успешный запуск. Что уж говорить про нас. Резюмируя материал, у меня к вам серьезный вопрос. Как вы отреагируете, если я вам скажу, что до всего этого я дошел своим умом? Ты такой умный, тебя череп не жмет? Я надеюсь, что я умный, и да, череп мне не жмет. Но это все плод не моих трудов. Я всего лишь прошел протоптанной дорожкой, которую для нас любезно оставили производители спортивных блоков управления. В прошлой серии я уже рассказывал, что все производители вместе с софтом, который, кстати, абсолютно бесплатный, предоставляет уже предустановленные прошивки на самые известные модели двигателей. И JZ один из таких. Все, что я сделал, это воспользовался уже готовой прошивкой, которую я скачал на сайте EcoMaster и немного адаптировал под себя. Большую часть работы сделали до меня много лет назад, и эта информация в свободном доступе. Конечно, еще много чего придется настроить, но база уже есть.
И никакое это не волшебство. Все настройщики такие же люди, как и мы. Просто они более дотошные к мелочам. А мелочей в настройке не бывает. Ну что, я надеюсь, те, кто досмотрел до этого момента, мозг у вас не закипел. Старался донести максимально доступно, получилось у меня или нет, поделитесь своим мнением в комментариях под видео. А на сегодня у меня все. Всем пока.